видимо, разыгрался и вместе с собой и меня посыпает тоже немножко. Вы сидите за столиками, как за барной стойкой в кафе, и он может подойти к вам и закинуть хобот, например, и что-нибудь у вас попросить. Всем привет! Сегодня приехал в кафе, где можно пообедать или поужинать со слонами. При этом слон будет гулять рядом с вашим, скажем так, столом и даже может немножко протянуть к вам хобот. Вот такие вот интересные слоники здесь гуляют по территории без каких-то привязей и так далее. Сами по себе ходят. Единственное, за ними ходит сотрудник, присматривает, чтобы слоны никуда далеко не убежали. Никаких катаний на слонах здесь нету, только покормить, либо покупаться с ними в бассейне. Вот здесь есть такие интересные шланги под деревом с тенечком, где моют слонов. Точнее, скажем, поливают, охлаждают их, когда они погуляют на жаре. Вот такое интересное место. Либо еще слон подходит вот сюда и тут немножко, скажем так, купается в грязи. Тут воды наполняется больше. И вот отсюда с душа, сейчас лейку убрали, потом ее ставят и поливают слона. А здесь находится бассейн для слонов. Его постоянно заново наполняют. Такой вот плавненький вход в него. Ну, довольно глубокий, примерно, я думаю, метра, наверное, 1,5 есть. То есть для слона это очень самое то. И могут слоники здесь купаться. Вот так по всей территории здесь гуляют слоны. Сейчас попробовал подойти к этому слонику, но сотрудник говорит, что без бананов лучше не подходите, так как не особо будет приветственная реакция, так как слоны здесь не в зоопарке и не в каком-то, скажем так, экологическом саде, как принято здесь называть еще на Пхукете, и они не особо, скажем так, приучены ко встрече с людьми. Они больше здесь как в дикой природе живут и слушают только хозяина. Вот сейчас слон куда-то пошел, и, соответственно, его хозяин, человек, который за ним следит, сразу же пошел какие-то команды ему давать, чтобы слон не убегал. Слон решил сменить место дислокации и пообсыпаться песочком. Как интересно, ногой наступает, берет в хобот и обсыпает себя. Очень интересно. Слон берет землю, подсыпает себе кучку, нагребает ногой, потом берет в хобот и сверху на себя закидывает. Таким образом они спасаются от пауков, каких-то назойливых мух. Вот, насыпает и закидывает на себя. Вот сейчас спустился вниз, и один слоник, видимо, разыгрался и вместе с собой и меня посыпает тоже немножко. Видимо, думает, что меня тоже мухи кусают. Вот такой веселый слоник. Пытается дерево ломать. Что-то он явно от нас хочет. Я так подозреваю, это бананы.
Здесь элефант пришел на водопой. Ему включают такую небольшую лейку, и слон пьет спокойно себе, довольно. Может быть, даже нас сейчас польет, напоит. Ну, я же говорил, немножко обрызгает. Все, слон напился, довольно. Весь в грязи, обсыпался, так и не стряхнул себя. Сейчас после того, как он в грязи повалялся, пообсыпался в основном, пойдет купаться. В этом кафе находятся 3 больших слона, которые ходят по всей территории. У них у каждого отдельно свой очень большой загон, где они ночуют. Ну и основную часть времени они проводят больше все-таки на территории, гуляя. Их никто особо никуда не загоняет, никаких цепей на них нету, веревок и так далее. Они ходят спокойно, сами по себе. В целом, если сказать об условиях здесь проживания для слонов, очень хорошие условия. Все есть. Большая территория, очень большая, для 3 слонов даже более чем. Много зелени, много корма у них. Также привозят сами сотрудники разные фрукты и витамины. Опять кто-то ломает дерево. Добрались до следующего. Слоник у нас опять решил побаловаться и ломает теперь следующее дерево уже в тенечке небольшом. Зачем ломаешь дерево? Либо он просто выпрашивает бананы. Держи, братишка. Мы все-таки с тобой дождались, когда нам дадут бананы. Держи, ты чего переживаешь? Вот. Держи еще. Довольно. Это здесь самый большой слон в этом кафе. Ростом он примерно, ну, где-то на почти метр, где-то выше меня. Хотя я 1,88 м. Вот такие большие слоники. В целом ухоженные. То есть не как когда приезжаешь в какие-то места, слоны сильно поцарапаны. Видно, что, например, их били. Это в местах в основном, где, скажем так, на слонах катаются, либо куда-то их используют в каких-то промышленных целях. Здесь слон без каких-либо порезов, царапин, то есть в очень хорошем он, ну, как состоянии, наверное, неправильно, но слоны видно, что живут хорошей жизнью здесь, за ними ухаживают, хорошо кормят, не обижают, никаких цепей, веревок и так далее на них нету. Очень все хорошо. Большие уши. Сейчас мне еще рассказали, что слонам здесь всем раз в неделю дают специальные витамины, чтобы они, скажем так, поддерживали свой хороший иммунитет. Помимо того, что ежедневно съедают они очень много еды. Я уже снимал один выпуск про слонов в Пангна. Там парк дикой природы.
где также на слонах нельзя было кататься, также за ними очень большой, хороший уход. Вот. И там я рассказывал, как они много едят. Но там слоны были поменьше, чем здесь. Девочка Лиза, с которой мы там гуляли, слоненок, она вообще была совсем прям маленькая. И того она съедала очень много. А эти слоны очень большие совсем. Прям я думаю, что они съедают гораздо больше, чем маленькая девочка-то Лиза. Этого слона зовут Пол. Очень большой прям слоник. Интересно, сколько он ест? How kilo eats one day? Up to 200 kilo of food. 200 Yes, kilo. 200 kilo of food. Ну, в принципе, не перекармливают их здесь. Там девочка маленькая съедала столько. А здесь один большой слон съедает 200. Ну, видимо, на старости уже сильно не ест лопоухи. Держи, не стесняйся. Молодец. Держи еще. У хозяина берет, у меня не хочет брать. Да на, я тоже добрый, не стесняйся. Держи. Вот, молодец. Сейчас мне администратор подсказала, что этому слону 42 года. Представляете? 42 года ему. И весит он почти 3,5 тонны. Насчет 3,5 тонны я не уверен, что я правильно их понял, потому что мне говорили уже на тайском сотрудник, который за ним следит. Вот. Но по возрасту сказали, что 42 года этому большому слону. То есть это уже по слонячему дедушка. Вот в таких загонах живут слоны. Довольно-таки большие по территории. У каждого слона свой отдельный загон. И вот так вот они живут. Вот один идет к нам познакомиться. Ну, я тебе бананы уже отдал, друг мой. Да, отдал эти все бананы. Подуй, подуй в хобот. Ой, хорош, хорош. Так, ну сказали, что мы заигрались сильно. Да, друг мой? О, какой хорош. Пришли к нему в гости, он нас приветствует. Все, друг мой, пока, давай. Сотрудница говорит, что так как они здесь не приучены особо к людям, поэтому могут немножко, скажем так, не то какое-то действие сделать, например, там, дернуть за руку, поэтому сильно сувать руки к ним не стоит. Но мы ему явно понравились. Ты хорош. Здесь лежит еда их. Сейчас одного слоника покормим. Это листья от ананасов, которых очень много растет в Таиланде. Я уже показывал в предыдущем видео. И вот слоник довольный, закидывает, не стесняясь, листочков себе. Все, пооборвал как надо, лишнее откинул и в рот. Аппетитно жует. Одно из любимых занятий для слоников — рвать траву или листья и жевать их. Перед тем, как пожевать, нужно пошлепать себя, отогнать всех мух и так далее. И потом поесть. Удобно. Ну, они оббивают корни какие-то жесткие и сразу же как раз отгоняют всех непонятных насекомых. Слон со своим хозяином отдыхают. Да, дружочек? Ты отдыхаешь? Давай. Слоник пошел с нами в кафе. Неохота ему здесь сидеть, траву жевать. Вот там дальше находится кафе, где можно полноценно приехать пообедать, либо поужинать, то есть кому что более интересно.
Все, слоник пошел по своим делам куда-то в лес. Вот как раз таки здесь он спускается и идет вдоль кафе. Ну вот как раз таки здесь вот слон гуляет, а здесь вот наверху вы сидите за столиками, как за барной стойкой в кафе. И он может подойти к вам и закинуть хобот, например, и что-нибудь у вас попросить. Давать, конечно, не стоит, если это не какие-нибудь бананы, либо еще какие-нибудь фрукты, яблоки, там, ананасы. Но в целом вот так. Вот, побежал слон туда, куда-то. А его хозяин догоняет его. Попросили меня здесь постоять, за ним не ходить, так как он думает, что я начинаю с ним играть и везде ходить. И начинает убегать по всей территории. А территория очень большая, и, видимо, его хозяин не хочет за ним сильно бегать, особенно вскарабкиваться по высоким резким бугоркам. Но мы там уже сломали одно дерево, и хозяин начинает уже его пытаться забрать оттуда, но как-то безуспешно. Минус одно банановое дерево. Ну да, как я и говорил. Одно банановое дерево вышло из чата. А здесь находится второй бассейн для слонов, который иногда наполняют. Сейчас он пустой, так как в Таиланде был сезон засухи, мало дождей. Вот. Когда сезон, скажем так, сухой, его наполняют там, раз в 2 недели. И слоны купаются и валяются в грязи. В сезон дождей он наполняется чаще и проще поддерживать, так как дожди еще идут. И слоны купаются почаще. Ну, а наш слоник до сих пор ломает, вон то дерево ходит. Для любителей баскетбола можно поиграть в баскетбол под навесом с детьми, либо просто на территории попрыгать на гамаках, покачаться на воображаемых качелях. Вот в целом вот так выглядит само кафе, где можно пообедать. Здесь можно поиграть с детьми, либо просто оставить, чтобы они поиграли. Здесь есть зона, где готовят посетители сами, если что-то заказывают из такого разряда. А здесь уже находится вот то, что я и показывал. Место, где вы сидите как за барной стойкой, и слон может подойти к вам и, соответственно, протянуть хобот. Либо, в принципе, наверное, он даже может достать здесь ушами до вас. Высота не слишком большая, думаю, метра 2-2,5. Поэтому такое веселое место. По еде готовят здесь довольно-таки вкусно. И выбор большой. Как еды самой, так и десертов, и напитков разных. Поэтому однозначно есть из чего выбрать, что покушать. Здесь делают бумагу из отходов, то, что, скажем, делают элефанты, из этого делают разную бумагу цветную. Вот здесь. И желтые, ну, соответственно, добавляют какие-то, видимо, красители. И делают вот такую интересную бумагу. Сейчас один из сотрудников нам показывает, как проходит процесс изготовления бумаги. Берется вот такой комок, уже подготовленный после сушки и отмачивания в воде. И, соответственно, дальше он выкладывается на сетку. Вся эта материя на сетку должна быть выложена равномерно, тоненьким слоем, и чтобы не было просветов. Так как если будут просветы, то бумага получится нецельная и не получится ее применить по назначению для изготовления разных сувениров.
После того, как цельную материю подготовили, на сетке ее уносят сушиться на свежем воздухе и на солнышке, чтобы за 3 дня сушки она обрела свою итоговую форму в виде бумаги, которую потом аккуратно с сетки сдирают и, соответственно, применяют уже по назначению. Ну, в общем, мне доверили содрать один листочек самому. Попробую ничего не сломать. Вроде бы получается все пока неплохо. Отрывается очень хорошо. Как будто она пропитана каким-то маслом была до этого, чтобы не прилипала сильно. А вот уголочек немножко цепляется, а нет. Все нормально, отодрал. Ничего не порвал, не поломал. Вот такие разные сувениры делают из этой бумаги. Можно сделать сумочку, а можно сделать шляпу. Например, вот такую. Выглядит довольно-таки неплохо. Разные шляпы на любой цвет и вкус, что вам больше подойдет. Ну вот примерно так вся история здесь и происходит. Сначала это все мешают и варят как-то непонятно, такую вкуснятину из какуль. Потом все это дело на мешалке прогоняют, обмачивают и так далее. И после уже разных цветов вот в таких вот штукенциях, очень интересных, вот такую сетку в цветной воде с красителем добавляют, и получается уже то, что мы извлекали сейчас. Очень круто, очень прикольно, прям интересно. То, что нашли такое применение, скажем так, отходов от слонов. Вот вам, чем не Луи Виттон элефант. Примерно так выглядит помывка слона. Ему дают вкусняху, чтобы он никуда не убегал. А это гуляет сам по себе спокойно самый взрослый слон в данном заведении. Ему 62 года. А наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось это место. Если захотите посетить Phuket Nature Elephant Reserve, скажите, что увидели у меня, и вам сделают скидку 10%.